На предыдущем уроке я показывала, как копировать файл с компьютера на флеш-память. Это действие было нам необходимо для того, чтобы конспект с ценной информацией перенести с одного компьютера на другой. Конечно, люди всегда думали, как сделать такой перенос информации без участия промежуточного носителя. Просто соединить компьютеры между собой и читать информацию с одного компьютера на другом при помощи специальных программ. И, конечно, научились это делать. Соединили два компьютера проводом и написали специальные программы. Сегодня собрать такую конструкцию из компьютеров может любой человек, который имеет минимум знаний об информатике и компьютерах. Многие уже подключали свой смартфон к компьютеру при помощи специального провода для того, чтобы перекинуть фотографии и видео со смартфона на компьютер или обратно. Понятно, что к паре компьютеров можно присоединить третий, четвертый, получить группу любого размера из компьютеров, соединенных проводами. Эта группа – локальная сеть. Соединив проводами локальные сети, получим глобальную сеть или интернет. Связь между компьютерами люди стали устанавливать после того, как уже были изобретены телефоны, и имелись связи между отдельными телефонными аппаратами. На первых порах основой сети, соединяющей компьютеры, стали телефонные линии. Устройства, соединенные проводами, это техническая составляющая сети. Логическая составляющая телефонной связи – это номер телефона и имя хозяина этого номера. Мы говорим «номер телефона», имея в виду, что телефон – это отдельное устройство. На деле номер присваивается не самому устройству, а точке входа в сеть, узлу сети. Помните, мы ведь можем поменять телефонный аппарат, а номер телефона у нас останется тот же самый. Когда в сеть стали объединять не телефонные аппараты, а компьютеры, ничего принципиально нового не придумали. Каждый узел компьютерной сети, то есть точка, в которую может быть подключен какой-нибудь компьютер, имеет свой номер. Этот номер называется IP-адресом. Этот номер устроен по-другому, не так, как телефонный номер. Он состоит из 4 трехзначных чисел, разделенных точками. Каждый человек знает номер своего телефона, которым он пользуется ежедневно. А вот IP-адрес своего компьютера можно не помнить и даже не знать. При установлении связи между компьютерами работают программы, которым известны эти номера. IP-адрес компьютер или узел сети получает от организации, которая подключает компьютер к сети. Эта организация называется интернет-провайдер. Интернет-провайдер ведет реестр узлов подключения и людей, владельцев этих узлов подключения. Отличие сети интернет от телефонной сети в содержании информации, передаваемой по сети. В телефонной сети люди обмениваются речью, звуковыми сообщениями, возникающими в момент установления связи. В компьютерной сети люди обмениваются файлами, содержащимися на магнитных носителях, встроенных в каждый компьютер. Компьютерам и телефонам для установления соединения достаточно цифрового имени, телефонного номера или IP-адреса. Человек, конечно, тоже может ориентироваться по цифровым обозначениям, но текстовые адреса для человека являются более наглядными. С появлением компьютерной сети люди разработали систему текстовой адресации, систему доменных имен. На английском языке это Domain Name System. Самое древнее значение слова «домен» – часть феодального владения. Имеют отношение к территории на поверхности Земли. В системе доменных имен государства или территории имеют следующие обозначения. Доменные имена имеют иерархическую структуру. Первый уровень структуры находится с правой стороны текстовой строки. Каждый следующий уровень структуры указывается слева от предыдущего уровня. На первом уровне часто стоит идентификатор территории. На втором уровне и последующих содержатся идентификаторы организаций и подразделений организаций. Например, доменное имя Политехнического университета в Санкт-Петербурге говорит нам, что это организация в России.
а доменное имя показывает нам, что организация ХУМ содержится внутри организации СПБТУ. Это доменное имя гуманитарного института в составе Политехнического университета. В доменном имени может отсутствовать привязка к территории. На первом уровне может стоять тип организационной структуры. Например, ком – коммерческие организации, а орг – некоммерческие организации. Младшая часть имени соответствует конечному узлу сети. Иногда она указывает на сервис или службу интернет-сети. Уникальное доменное имя часто называется адресом сайта. По специальным таблицам DNS-имен однозначно можно установить связь адреса сайта с IP-адресом компьютера в сети, на котором располагается этот сайт. Понятно, что компьютеры, которые собираются постоянно предоставлять свою информацию для просмотра другим компьютерам, должны отличаться от тех компьютеров, которые не имеют таких планов. Первые компьютеры должны быть мощными и должны работать в сети по 24 часа в сутки в течение всей недели, без выходных и праздников. На них должны работать специальные программы, которые обеспечивают бесперебойный доступ к компьютеру. Такой компьютер называется словом «сервер». Другие компьютеры, которые не собираются предоставлять информацию в открытом доступе никому, но хотят обращаться за информацией к компьютерам-серверам, называются клиентами. На этих компьютерах нет серверного программного обеспечения, но есть клиентское программное обеспечение. Таким компьютерам не обязательно постоянно быть в сети, поэтому такие компьютеры не имеют постоянного IP-адреса. Они получают временный IP-адрес в момент подключения к интернету из списка свободных IP-адресов провайдера. Мы с вами учимся пользоваться компьютерами-клиентами. Некоторый промежуточный вывод. У компьютера клиента нет постоянного IP-адреса, у него нет своего DNS-имени. У компьютера сервера есть постоянный IP-адрес и текстовый DNS-адрес. DNS-адреса и информация, которая часто называется словом «контент», это вторая составляющая компьютерной сети, которая отличает компьютерную сеть от телефонной сети. Контент или содержание информации в сети – это именно то, что нас привлекает в сеть. Мы ощутили нашу первую потребность в связи с другими компьютерами при копировании файла с одного компьютера на другой. Потребность в пересылке данных реализуется при помощи служб, которые называются электронная почта. Интернет имеет и другие службы, которые позволяют людям решить разного рода задачи и проблемы, связанные с обменом информацией. При помощи интернета можно обращаться к информации типа новости, художественные, публицистические, научные и всякие другие произведения, которые являются осознанием процесса действительности. Через интернет можно устанавливать и обновлять программы, инструменты обработки информации. Можно брать программы в аренду, отправить на сайт размещения программы свои данные и получить готовый результат. Интернет позволяет обмениваться информацией с организациями, предоставляющими услуги в реальной жизни, с государственными и другими организациями, коммерческими и некоммерческими, даже выполнять платежи. В интернете можно арендовать площади на магнитных носителях для хранения информации в облачных хранилищах. Там можно хранить свою личную информацию, частью бесплатно, частью за деньги. При помощи интернета можно бесплатно размещать личную информацию в социальных сетях и организовать общение по интересам с отдельными людьми, не с организациями, предоставляющими услуги, и не с сайтами, предоставляющими информацию. В интернете можно выполнять телефонные и видеозвонки внутри сети. Такая связь является условно бесплатной, так как оплачивается только доступ в интернет.